Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам два своих новых аромата. Это вот такие миниатюрки. Я купила их сегодня. Я на отдыхе в тропическом климате. И, как всегда в поездке, когда я куда-то еду, мне всегда хочется купить там, куда я еду, какой-то аромат, для того, чтобы он напоминал мне отпуск, напоминал о тех впечатлениях, которые я получила, напоминал эти прекрасные счастливые дни. Поэтому всегда стараюсь купить какой-то аромат. Ну, по первым впечатлениям я сейчас скажу. Аромат, значит, первый это Carolina Herrera CH Le. Еще там такая приписка Eau Fresh. Я не знаю, почему Eau Fresh. Это туалетная вода. На фрагрантике я нашла, просто идет аромат CH Le. Это первая версия аромата, которая вышла в 2011 году. А в 2017 году вышел второй аромат CH Le. Там немножко другая пирамида, но я еще не смотрела, если честно, обзоры, поэтому я скажу то, что я почувствовала в этом аромате. Это очень свежий аромат, цитрусовый. Даже где-то он идет в сторону унисекса. Да, я бы сказала, что это аромат унисекс. Он подойдет, если бы он был в каком-то флаконе, да, просто без вот этой бабочки, он бы мог подходить и мужчинам. Потому что в нем есть некая одеколонистость. Но это приятный. Мне вообще нравятся унисекс ароматы, поэтому, наверное, этот аромат привлек меня. Я была в маленьком магазинчике, и меня привлекли там ароматы. Да, я искала что-то такое цитрусовое летнее, и я понюхала от Versace желтый кристалл. Там были такие сплошные сладковатые, такие кисло-сладкие цитрусы. Но больше я ничего не услышала. Возможно, конечно, в раскрытии он красив. Потом я понюхала Light Blue Dolce Gabbana, классическую версию. Да, он приятный такой, какой-то цитрусово-водный аромат. Но как-то тоже он меня не зацепил. Мне кажется, что-то у меня было похожее. Мне кажется, мне откуда-то знаком этот аромат, и что-то не мое. А вот этот Carolina Herrera настолько мне показался каким-то освежающим, но каким-то интересным в то же время. То ли что-то в нем пудровое, то ли такие вот цветы какие-то интересные. Вот он мне показался таким очень каким-то интересным, не банальным свежаком. Ну вот я нанесла сейчас на кожу. Да, вначале он, конечно, такой очень такой прохладный, освежающий, унисексовый, цитрусовый. Потом там должны раскрыться цветы, потом должна пудровость появиться. Но это я немножко почитала на него отзывы. На эскаду еще не читала. Вот, многие тут жалуются на фрагрантике о том, что Carolina Herrera Le, что аромат прям ужасно одеколонистый, мужской. Но я не услышала в нем мужского, когда первый раз, когда в магазине я его понюхала из крышки, я не услышала там прям явно такого мужского. Мне он показался женственным, чуть-чуть со сладинкой, с какими-то цветами, видимо, которые дают эту ноту. Поэтому вот он мне показался самым интересным из тех, что я перечислила. Я там много чего перенюхала, и вот этот показался мне самым интересным, именно летним, таким вот природным, какой-то такой вот натуральный, не химозный, какой-то естественный. И вот в жарком климате, мне кажется, он будет прекрасно освежать. И я даже слышала от него, от себя шлейф, когда уже шла домой. Я шла из магазина и слышала от себя легкий шлейф, такой вот свежий, цитрусово-цветочный. В общем, мне пока что аромат нравится. Я, конечно, еще буду с ним дальше знакомиться. Аромат эскада – это такой очень фруктовый аромат. Это уже более теплый аромат, чем Carolina Herrera, более сладкий. В нем, мне кажется, много каких-то тропических фруктов. Возможно, есть и цветы, и база, скорее всего, тоже какая-то такая более, возможно, какая-то древесная, скорее всего, будет. Но я его еще на кожу не наносила. Это только вот первое впечатление. Флакон, конечно, красивый. Коробка тоже такое все с летним настроением. Весело, задорно. Такая какая-то танцующая девушка на фоне
города на фоне то ли восхода солнца, то ли заката. В общем, красивая коробочка, красивое оформление. Мне даже хочется уже его в каком-то большем объеме. Я не знаю, он, скорее всего, снят. Мне кажется, я захочу его в большем объеме. Хотя тоже, мне кажется, какие-то знакомые ноты я в нем слышу. На что-то он похож, но это нужно будет потом выяснять, на что похож этот аромат. Возможно, у меня есть что-то с подобными нотами, что сможет мне его заменить. Просто сейчас, пока я на отдыхе, я все ароматы свои, естественно, с собой не беру на отдых. Сейчас покажу, что я взяла на отдых. Я взяла вот, значит, Тарина 22 Сержов, взяла от Левантик, который у меня был. Roses Mask Монталь взяла. И взяла я еще с собой Mask Therapy. Вот Леванти, Mask Therapy и Nitio. Мне вообще очень понравилось, как Тарина 22 раскрывается. Вот и он настолько стойкий, я когда легла спать, и ночью просыпаюсь или утром, и слышу такой легкий-легкий, сладковатый такой флер в комнате. Вот прямо я лежу, я начинаю нюхать свои волосы, подушку, вроде бы ничего так толком не пахнет. И получается так, что сам флакон, видимо, слегка из него испаряется, и в комнате разносится вот этот вот такой чуть сладковатый, какой-то такой интересный, с легким таким бакаристым подтоном аромат. Так дорого звучит, такая необычная сладость, такая вот сахарность, но она необычная, она какая-то интересная, какая-то не банальная, вот что-то есть такое в нем, вот, да, какие-то бакаристые вот эти нотки добавляют этой сахарности, вот эту вот какую-то изюминку. Может, это йодистые, но потому что какая-то молекула, видимо, есть, она вроде бы и сладковатая, и такая вот, ну, не могу сказать, что это терпкость, но что-то такое, какая-то нота, даже не могу описать словами, вот, не нахожу слов. В общем, очень дорого звучит, вот именно вот в этом каком-то, именно в шлейфе. Вот на вечер, мне кажется, даже можно на отдыхе, вот если, конечно, ну так как у меня в городе, где я живу, там очень такой жаркий континентальный климат, а вот там, где такой тропический, субтропический морской климат, рядом с морем, мне кажется, можно вечером носить, так как не очень жарко. Ну, Монталь Roses Mask я тоже на себя наносила. Как-то его я особо не чувствую на себе вот днем на отдыхе, потому что, видимо, он теряется, как-то растворяется, наверное, в ароматах, потому что здесь тоже везде цветы цветут, розы, разные растения, какие-то кусты цветут бесконечные здесь, поэтому, видимо, его аромат теряется в запахе всех вот этих вот растений. И я его практически как-то, то ли я не улавливаю, привыкла к нему, скорее всего. Ну и Mask Therapy, конечно, тоже очень такой приятный аромат, и тоже здесь мне понравилось его носить и днем, и вечером. Можно, не душит, но и не освежает. Такой вот нейтральный, сливочный. Многие, наверное, знают, как звучит Mask Therapy. Слегка уходовый, слегка сладковатый, с кислинкой. Такой универсальный на любой случай жизни, в любую погоду. Тоже прекрасно здесь носится. Вот такие вот сегодня ароматы. Да, мои новинки, конечно, буду разнашивать. Здесь 7 мл, здесь всего лишь 4. Жаль, что здесь так мало, конечно. Но у меня миниатюры в основном даже, да, я, конечно, их не использую до конца, потому что хочется, чтобы что-то осталось, чтобы вспомнить аромат. До конца в основном не донашиваю. Но мне кажется, этим прям хочется поливаться просто. На этом у меня все. Хорошего дня всем, хорошего настроения. Пока-пока.